go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в этом обзоре мы с вами рассмотрим новые гибридные наушники для геймеров и аудиофилов от компании SimGod стоимостью $79. И приходят они в небольшой по габаритам коробке с приятным оформлением, где на лицевой части здесь есть логотип компании, Hi-Res логотип, изображение кобры, а также указано название модели этих наушников, а именно AG280. Ну а здесь уже указаны технические характеристики этих наушников и имеются графики частотной характеристики этих наушников, как без использования специального ЦАПа, и в таком случае наушники будут настроены уже на Harman Target 2019, так и с использованием фирменного ЦАПа, и в таком случае наушники будут настроены уже на SimGod Target 2025. Ну и за звук в этих наушниках отвечает один динамический драйвер диаметром 10 мм и один планарный излучатель диаметром 6 мм, но чувствительность составляет 119 дБ, и они получили сопротивление 32 Ом. И на раскачку эти наушники довольно легкие. Ну а теперь давайте лучше рассмотрим комплектацию этих наушников более подробно. Наушники. Кабель с микрофоном, коннекторами 2 пин и обычным штекером на 3,5 мм джек. Специальный ЦАП с USB-C подключением. Инструкция по использованию наушников. Сертификат качества, карточка с QR-кодом для установки фирменного приложения SimGod Control, 2 набора силиконовых амбушюр и кожаный кейс для хранения наушников. Наушники довольно небольшие, их лицевые панели выполнены из металла и украшены логотипами компании, а тут располагается стандартный разъем 2 пин для подключения кабеля, и рядом указано название этой модели, используемые излучатели, и имеется маркировка канала. Ну а поскольку внутренняя часть у них уже слегка прозрачная и выполнена из смолы, то здесь вы можете увидеть тот самый 10-мм динамический драйвер, который находится ровно под звуководом, и рядом можно увидеть еще 6-мм планарный излучатель, но звуковод у них не слишком длинный и имеет диаметр 6 мм, и получил выделенный бортик для уже более лучшей фиксации амбушюр, и конечно он был защищен металлической сеточкой. Но сидят в ушах эти наушники прям отлично, и никаких проблем при их использовании нет, поскольку их корпуса небольшие, поэтому с посадкой тут, друзья, полный порядок. Есть как и надежная фиксация в ухе, так и хорошая звукоизоляция. Ну а если вы геймер, то советую вам сразу их использовать с комплектным кабелем, поскольку он удобный, особо не путается и имеет неплохой микрофон. А вот для самых настоящих аудиофилов я бы все же вам советовал взять другой и уже более серьезный аудиофильский кабель, дабы раскрыть звучание этих наушников на максимум. Но приобрести гибридные наушники SimGod AG280 вы сможете прямо сейчас в официальном магазине компании Linsol на AliExpress, либо на их официальном сайте linsol.com, но все необходимые ссылки на покупку этих наушников, как всегда, будут в описании и в закрепленном комментарии под этим видео. Ну а вот так выглядит график частотной характеристики гибридных наушников SimGod AG280, и эти наушники имеют усиление низких частот на 10 дБ с очень плавным переходом в область нижней середины, а основной акцент в области верхней середины здесь приходится на 3 кГц, и он практически идеально соответствует моему таргету, поэтому для меня эти наушники в этой области точно не звучат излишне энергично, да и высокие частоты тут в плане своей продолжительности очень даже хороши и лишь плавно затухают уже после 15 кГц, что является хорошим результатом. И как вы понимаете, друзья, здесь мы имеем отличный пример сбалансированного тюнинга с умеренным басом и аккуратно подчеркнутой серединкой с продолжительными высокими частотами. Ну а теперь давайте лучше обсудим звучание этих наушников более подробно. Низкие частоты в наушниках SimGod AG280 подаются невероятно живо и основательно, и с первых секунд ты сразу чувствуешь, что они здесь присутствуют не для галочки, а чтобы держать всю композицию и задавать тот самый качающий тон. Бас здесь плотный, упругий, но при этом прозрачный и текстурный, благодаря чему каждый удар читается отчетливо, и при прослушивании у вас сразу возникает вот это ощущение, что музыка сейчас буквально оживает прямо перед вами, и он дает не только вот это физическое ощущение
глубины, но и эмоциональное вовлечение, когда под каждый трек вам реально хочется начать двигаться в такт. Ну и сам бас уходит очень глубоко вниз, и при этом он остается невероятно собранным и контролируемым. И в электронной музыке он добавляет большего объема и драйва, а в хип-хопе усиливает уже ударные партии. Ну, например, уже в каких-то живых инструментах создает ощущение пространства и масштабности сцены. И при этом этот сабас никогда не перекрывает другие частоты. Он ровный, точный, и это реально очень удивляет для наушников в такой ценовой категории. Но вот мидбас уже, конечно, отвечает за ритм и динамику. Удары барабанов отрабатываются тут с четкой атакой и упругой отдачей. Бас-гитара прям ощущается такой живой и с телом, и вам слышно буквально каждую вибрацию ее струны. И при этом я отмечу, что здесь нету размытого или какого-то по восприятию плоского звучания. Каждая нота тут прям реально передается с разным характером и фактурой. И такой мидбас дает уже драйв, делает музыку подвижной и насыщенной, но при этом не перекрывает вокал или инструменты в среднем диапазоне. Но текстурность низких частот тут прям реально просто поражает. Не знаю, как они этого добились, но тут прям слышно, как саббас и мидбас плавно как бы переходят друг в друга, создавая такой слоистый, но цельный звук. И в этих наушниках можно буквально отследить каждую мельчайшую деталь на фоне, каждый удар и его наполнение, и при этом ощущение живости и энергии сохраняется на всем протяжении трека. Ну, согласитесь, друзья, это реально впечатляет. И вот в итоге я пришел к выводу, что низкие частоты в наушниках Simgot EG280 достаточно мощные, панчевые, детальные, с отличной атакой и контролем. И они дают то самое физическое ощущение музыки, добавляют ритма и драйва, оставаясь при этом прозрачными и живыми в своей подаче. И такой бас одновременно вас и увлекает, и впечатляет, и позволяет слышать музыку полной, насыщенной и эмоциональной. Но вот средние частоты в наушниках Simgot EG280 подаются очень естественно и аккуратно, и с отличной детализацией. Из первого прослушивания здесь ты сразу ощущаешь, что это не кричащие и не утомляющие средние частоты, а именно музыкальные, теплые и живые, где вокал звучит близко и эмоционально, но при этом он вас не утомляет, не выделяется он, так скажем, искусственно, а он словно находится в своем таком естественном пространстве композиции, и буквально каждая фраза, каждый шепот или дыхание передаются со всеми нюансами, и это создает ощущение такого присутствия артиста сейчас прямо перед вами, особенно уже слушая какие-то живые записи. Ну и инструменты в среднем диапазоне звучат прям очень цельно и естественно, гитары, клавиши, синтезаторы, все передается здесь с фактурой и телесностью. Слышно характер каждого инструмента, и важно то, что они не теряются там на фоне баса или высоких, а как бы очень так органично вписываются в общий звук. И причем в отличие от многих уже предыдущих моделей Simgot, здесь средние не слишком яркие и не агрессивные, а куда уже более спокойные, плавные и очень приятные реально для длительного прослушивания. И вот за такой тюнинг от меня респект. Вот это прям, ребята, совсем другое дело. Но знаете, что все же самое интересное, так это то, что несмотря на уже такую более теплую и нейтральную подачу, аналитика здесь на удивление высокая. И благодаря этому ты можешь легко отслеживать как движение инструментов, так и слышать, как, например, один инструмент отходит уже на задний план, а другой уже выходит вперед. И все это при сохранении той самой естественной теплоты подачи. То есть это не сухая хирургически мониторная подача, а очень такая музыкальная, органичная и с живым ощущением пространства и объема. И в итоге средние частоты в Simgot EG280 очень прозрачные, теплые и детальные. Они вас не утомляют, не перегружают композицию, но при этом по-прежнему остаются выразительными и комфортными. И именно из-за этого делают музыку такой вот прям настоящей, живой и приятной для долгого прослушивания. Но высокие частоты в наушниках Simgot EG280 сразу поражают своей естественностью и легкостью. И здесь сразу слышно, что здесь нету привычной резкости или какого-то странного металлического оттенка, который иногда уже бывает у других планарных излучателей. Вокалы и инструменты на верхах прям звучат открыто и воздушно, и каждая деталь тут передается с прозрачностью, и при этом звук остается комфортным для восприятия. И важно отметить, что эта часть диапазона дает ощущение уже более лучшего пространства и воздуха, и вам слышно, как тарелки отскакивают в ритме, как легкие перкуссии мелькают где-то между инструментов, и при этом ничего не режет вам уши. И к моему удивлению, в этих верхах есть как и хорошая аналитика, так и техника, но она такая, знаете, не холодная и отстраненная, а как бы плавная и очень музыкальная, и ты можешь очень естественно расслышать все нюансы, легкие шумы на фоне
гармонии, реверберацию, послезвучие или уже какие-то тихие оттенки инструментов, которые делают картину уже более полной и живой. И эти высокие частоты прям придают музыке явную прозрачность и ясность, но без ощущения какой-либо искусственности. То есть они не пытаются прям так очень явно выделиться на фоне середины или баса, а очень органично вписываются вот в эту общую картину, раскрывая детали и создавая уже глубину. И в итоге высокие частоты в Simgod EG280 воздушные, прозрачные и детальные. Они раскрывают музыку, делают ее живой и динамичной, но при этом вас не утомляют, а добавляют большего объема и пространства. И это именно тот верх, который позволяет услышать вам каждый нюанс, каждый инструмент и ощущать атмосферу записи и полностью погружаться в трек. Но звуковая сцена в наушниках Simgod EG280 впечатляет своей широтой и детальностью. Здесь сразу ощущается, что пространство перед тобой становится глубже, чем обычно в других бюджетных наушниках в этой категории. Поэтому инструменты тут не сливаются как бы в одно целое, а всегда находятся на своих местах. Их позиции ясные и точные, и ты реально можешь проследить движение каждого элемента композиции и почувствовать, где он находится относительно тебя. Да и глубина сцены тут просто поражает. Звук тут не плоский, а он прям словно так слоится, создавая более лучшее ощущение трехмерности, где передний план и задний различимы, и при этом все звучит естественно и гармонично. Вокал находится там, где должен быть, а ударный бас как бы органично его обрамляют, а различные инструменты уже создают тот самый объем и атмосферу. И слушая эти наушники, ты ощущаешь пространство и масштаб, как будто сейчас находишься в небольшой студии или рядом с живыми музыкантами. Я считаю, что особенно круто, что такая сцена не кажется какой-то искусственной, она широкая и глубокая, но при этом естественная. Вот что важно. И здесь у вас не возникает такого странного ощущения, что звук был специально растянут или как-то сдвинут, поскольку все звучит правильно и музыкально. И это создает очень точный эффект погружения, где ты слышишь музыку не просто ушами, а словно ощущаешь ее пространственно, будто сам сейчас находишься внутри композиции. И в итоге звуковая сцена в Simgod EG280 детальная, широкая и трехмерная. Она делает музыку живой, позволяет вам различать все инструменты, слышать нюансы и полностью погружаться в трек. И самое главное, что каждая деталь тут находится на своем месте. Каждый инструмент читается отдельно и при этом все звучит цельно и естественно. Ну а вывод у меня получился таков. Simgod EG280 это отличные гибридные наушники для аудиофилов и геймеров и тех, кто хочет получить достаточно мощный и контролируемый текстурный бас, теплые натуральные средние частоты и прозрачные детальные верха без какого-либо сухого планарного тембра. И мне реально с первого прослушивания понравилось, как они очень живо передают каждый инструмент, вокал или какие-то мельчайшие детали, которые отлично погружают вас в музыку и делают каждое прослушивание настоящим удовольствием. Но звуковая сцена у них широкая, объемная и все читается легко, и при этом звук остается музыкальным и комфортным для слуха. И за свои $80 это реально впечатляющие наушники, которые хочется слушать снова и снова. И от себя я смело рекомендую их к покупке. И да, друзья, Simgod действительно снова в игре, причем на этот раз все серьезно. Ну а ссылка на покупку этих наушников, как всегда, будет в описании и в закрепленном комментарии под этим видео. С вами был IC Genius, спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока.